Добрый вечер, дорогие друзья. С вами Сергей Авдеев, Институт моделирования и конструирования структур, кандидат технических наук, доцент. Сегодня мы продолжаем наши игры светлиц. Ну, здесь все, кто присутствует, а у всех есть какие-то светлицы. И это хорошо, потому что светлицы, мы уже говорили, помогают нам убирать помехи для того, чтобы наши канальчики начали работать, поток пошел, и мы начали этим потоком пользоваться, чтобы он нас понес туда, куда надо. Но этого бывает недостаточно. Почему недостаточно? Потому что нашего ресурса может не хватить для того, чтобы что-то у нас начало происходить хорошее. Да, то есть оно на самом деле будет происходить, но мы хотим, чтобы стало еще больше. Да? Но тогда мы можем сделать усиление. Я сейчас вот вам покажу схему такую. Вот она у нас схема. Всем видно, да? Счастливый случай называется. Значит, вот есть первый пункт, вот, называется просмотр. Что мы можем просматривать? У нас есть канал в YouTube, да, то есть мой канал. Там есть всякие ролики выставлены. Но все эти ролики, они подключены к структурам. Мы их связали по технологии трансляции, да, со всеми, ну, со многими структурами, которые светличными. Да, то есть, поэтому, когда человек смотрит этот ролик, вот этот свет светлиц в него входит и начинает его дополнительно убирать какие-то помехи. Поэтому можно взять какой-нибудь ролик, ну, для начала какой-нибудь коротенький, там, 3-5 минут, и посмотреть его. Тем самым вы включите вот те светличные структуры, которые есть у вас, активируете их, плюс еще, может, зацепите какие-то, которых, может, у вас и нет, но они там подключены к этим роликам. Но этот процесс как бы запускает вашу вот настройку на этот канал. Но важно, чтобы по этому каналу хорошо поток пошел. Да? Как бы для этого надо сделать усиление. Усиление тем, что мы включаем сетевой эффект. То есть мы тогда к этому делу можем подключить сеть простым действием, на самом деле. Все мы имеем аккаунты в каких-то соцсетях. И мы тогда берем этим роликом, просто делимся через какой-то аккаунт. Ставим туда, и он пошел как бы в сеть. Но тем самым мы его запускаем, как бы вот эту сеть как бы социальную, мы ее включаем как бы вот в наш биосетевой ресурс, с тем, чтобы ресурс этой сети к нам подключился и начал у нас вот эту нашу задачу. Ну, опять же, мы перед этим какую-то, можем вообще задачу не ставить. Мы как бы говорим, мы хотим, чтобы с нами произошел какой-то счастливый случай. То есть мы не знаем чего, но какое-то, чтобы хорошее событие с нами произошло. Это вот биосеть, да, то есть мы подключаем биосетевой ресурс через активацию вот этого вот какого-то этого ролика, запуск его вот в локальную сеть, в любую. То есть если у вас несколько адресов, сначала можно в любую из этих сетей запустить. Дальше, третий пункт, да, это наблюдение. Что значит наблюдение? Дальше мы в течение дня, то есть это можно с утра, допустим, сделать, перед тем, пойти на работу быстренько, вот раз-раз запустили, пошли трудиться. И начинаете наблюдать. То есть не просто ходите, ни на что не обращаете внимания, а вы как наблюдатель смотрите, какие же счастливые случаи могут с вами произойти. Они самые разные могут быть. То есть это может быть, на самом деле, что-то хорошее с вами произошло. Ну, то есть вы что-то получили. Или какой-нибудь там подарок неожиданный, или событие какое-то вдруг благоприятное, что-то случилось неожиданное для вас. Но речь идет о чем? Что есть такое понятие счастья, да, то есть чтобы у вас вот это вот, что с вами произошло, оно какое-то вам дало внутреннее наполнение. Вы как бы, как хорошо, вы отметили и обрадовались. И что сделать надо в этот момент? Поблагодарить высшие силы, что у вас это произошло. Но не обязательно это с вами может произойти, да, то есть даже может вы кому-то что-то сделаете. Ведь, например, взяли и подарили кому-то, придумали какой-то подарок замечательный, сделали его. Это же тоже хорошо, да, на душе от этого становится, и радостно. Или там старушку через дорогу перевели, там, даже если она сильно не хотела. Вот. Ну, вы ее взяли и перевели. Или, может быть, еще что-нибудь такое приятное сделали. Ну, вот, например, шли, увидели, там, мусор валяется. Да? То есть вы раньше бы мимо прошли, а вы взяли его и выкинули в мусорник. Да? То есть, как бы, ну что, вы сделали хорошее дело, вы кусочек вселенной немножко очистили от этого мусора.
Ну, это же вам тоже будет приятно, что вы такое сделали, да, то есть как бы, и что вы выступили здесь в виде такого, ну, скажем так, замечательного человека. Вы заметили вот этот мусор и его убрали. То есть, на самом деле, события могут быть самые разные. Как с вами, так же и в окружающих. Вы увидели, как какой-то человек очень сильно обрадовался, и вы порадовались вместе с ним за вот это вот хорошее, что с ним произошло. Поэтому событие может быть самое, как бы, такое, как бы, то есть их может быть несколько каких-то событий произошло, как такая цепочка таких событий. На самом деле, этот вот, когда вы запустите весь этот цикл полностью, все несколько раз вы увидите, как начинается это как такой разгон. Потому что есть у нас еще пункт 4 какой. Вы должны вот потом вот это то, что с вами произошло, ну, сделать положительную обратную связь. Да? То есть вы должны об этом поделиться с другими, да, то есть это можно вот к этому ролику, например, в отзыве написать или где-нибудь еще, ну, лучше к ролику. Вот этот ролик вы посмотрели, потом к нему возвращаетесь, да, то есть к вечеру, там, допустим, и пишите, вот со мной произошел такой, посмотрел этот ролик, и у меня в результате этого произошел со мной вот такой счастливый случай. Даже если вы не хотите описывать, ну, что-то личное сильно произошло, там, как бы, ну, просто можете написать, со мной произошел счастливый случай. Или можете написать, со мной сегодня случилось чудо. Вот видите, чудо, раз, и у нас Влада опять появилась как бы перед нами. Вот случилось чудо. Вот. Ну, что это делает? Да, вот смотрите, видите, получается кольцо такое. Ни на что не напоминает вам, как бы, да? Есть такая штука, называется циклотрон или синхрофазотрон. Да, то есть там что? Есть такая камера тороидальная, да, и в ней стоят такие магниты, которые разгоняют вот некую энергию, да, то есть разгоняют, и все больше и больше становится. Вот пучок становится все более энергичным. Поэтому, когда вот цикл такой сделали, вы как бы раз и запуск сделали такой. Через вот этот отзыв вы на самом деле включаете положительную обратную связь. Это такой дополнительный толчок. Тогда этот цикл начинает работать. Да? Даже если вы один раз это сделали, вы можете еще 1-2 дня несколько понаблюдать, еще будут некие случаи происходить при этом. Да? То есть можно не в один день, там, ну, не каждый день это делать, там, раз в 2-3 дня, там, раз в неделю, как получится. Вот. Предлагаю вот такую игру поиграть, как бы вот такие циклы поделать, написать вот эти отзывы, понаблюдать, а мы тогда по результатам этих игр, да, то есть сформируем призовой фонд из наших светлиц, да, то есть для тех, кто у нас примет активное в этом участие, потому что мы будем видеть, что у нас появляются отзывы, появляются люди, может быть, даже, да, то есть вы же можете, когда делитесь в сеть, вы можете комментарий написать. Вот это такая игра с счастливых случаев. Я в нее играю, и у меня такое вот начинает происходить. Коротко еще раз. Евгений отходил. Значит, смотрите. Игра «Счастливый случай». Вы хотите, чтобы в вашей жизни появилось все больше и больше случаев. Ну, когда мы говорим о счастье как неком потоке, да, то есть из чего оно складывается? Оно складывается из маленьких событий, да, счастливых. И когда чем больше счастливых событий у вас происходит, тем меньше несчастных событий с вами будет происходить. Правильно? Ну, они будут просто вытесняться счастливыми, всякие несчастья и так далее. Поэтому, ну как их создавать? Ну, их надо формировать каким-то образом. Да? То есть вот здесь вот есть технология формирования этих счастливых случаев, как возможность разгона некой энергетики, которая начинает вас выносить на более высокие уровни взаимодействия с реальностью и какими-то уровнями потока. Потому что поток — это не просто какой-то поток, это еще целая иерархия как бы определенных потоков, связанных с развитием человека. То есть до чего он может дойти в этих поточных своих взаимодействиях. Поэтому в силу того, что все ролики на нашем канале в YouTube, они соединены со структурами, мы их уже сейчас подключили по технологии трансляции этих структур. Поэтому вы, просматривая ролики, вы одновременно еще подключаетесь к этим структурам светличными. Хотя у вас уже есть светлицы, то вы, тем не менее, можете это сделать усиление вот тех светличных характеристик, которые у вас есть, просмотрев эти ролики. Поэтому предлагаю начать с каких-то небольших, там видно, сколько оно длится, потому что задача посмотреть не менее 50% этого ролика.
То есть не обязательно до конца смотреть. Ну, где-то 51% посмотрели, и уже как бы вот процесс запущен. Если хотите, ну, можно подольше, если чувствуете, что надо взять какой-то другой ролик, подлиннее, там, ну, какую-нибудь нашу игру, там, запись какой-то игры, которая долго идет. Если есть время. Если нет времени, ну, берите вот такие ролики коротенькие. И делайте второе действие. Подключаете бессетевой ресурс. Через тем, что вы в какой-то сети, социальной сети, в любой, там, контакты, Facebook, Instagram, Twitter и так далее, куда у вас есть доступ, вы делаете ссылку на этот аккаунт. Вернее, на этот ролик, вот, который вы посмотрели. Да, то есть маленький комментарий, вот такая игра «Счастливый случай», я рекомендую вам это посмотреть. Тем самым вы включаете бессетевые ресурсы, то есть вы подключаетесь через социальную сеть и включаете в ее, как бы, вот ее коллективный разум в решение ваших задач и подключение вас, вот, усиление ваших счастливых случаев. Дальше вы становитесь наблюдателем. Но в квантовой физике на самом деле роль наблюдателя очень важна, потому что если процесс идет без наблюдения, это один процесс, если процесс идет с наблюдением, это совсем другой процесс, совершенно разными результатами. Есть масса экспериментов, особенно со светом, которые показывают, что включение наблюдателя в эксперимент меняет характеристики этого эксперимента. Поэтому вы начинаете наблюдать и отмечаете: о, смотрите, вот совпадение какое-то, вот вдруг раз произошло, что-то вы обратили внимание, какое-то случайное совпадение. Это а может быть, какая-то сумма выпала вам неожиданно, вот ничего не обещала, а вдруг раз и деньги пришли. Там, то ли премию дали, то ли в долг какой-то вернули, то ли еще что-то такое, то ли вообще, то ли в лотерею выиграли, мало ли чего. Но могут быть случаи, опять же, нам же мы говорим о счастливом случае, о понятии счастья. Счастье – это когда тебя понимают, да, то есть если вы делаете что-то хорошее для других людей, вы тоже наполняетесь вот этим счастьем. Поэтому задача наполниться этим счастьем как можно больше. Но это не обязательно, что к вам что-то обязательно поступило. От вас что-то пришло, и от этого вам радостно и хорошо. Какие-то вы сделали приятные события, да, для кого-то другого, для мира в целом, там, дали кому-то совет, да, допустим. Вспомнили, что когда-то была такая страна, Советский Союз, страна советов, вот взяли, тоже дали совет. И человек воспользовался, ему стало от этого хорошо. Или, говорили, подарок кому-то сделали, или взяли и не покусали кого-нибудь, да, как обычно, а вот взяли и погладили. И это уже хорошо. То есть это уже человеку радость, потому что он никак не ожидал, что вы вот поведете себя таким образом в этой ситуации. Да? То есть, поэтому важно, счастливый случай – это случай, который вас наполнил радостью какой-то. Да? То есть вы почувствовали: о, смотрите, как неожиданно что-то хорошее произошло. Может быть, не маленькое событие, а может быть, вообще какое-то очень хорошее с вами такое вдруг раз, и вас пригласили в какое-то очень большое путешествие или еще что-то. Но, тем не менее, вот через вот такую процедуру, как бы вот через такой цикл, вы начинаете вот эти счастливые случаи продвигать в свою жизнь. И вот этот пункт 4, да, то есть пункт 4 для чего нужен? Это положительная обратная связь. Вот чтобы вот как бы сюда и сюда. Это как бы вот просто поток вышел и пошел куда-то там дальше, да. А когда так, он начинает циркулировать вот здесь вот, да, то есть положительная обратная связь что делает? Она усиливает. В кибернетике, да, то есть в теории управления мы знаем, положительная обратная связь, она разгоняет процесс. То есть вы как бы тогда делаете вот этот циклотрон, и начинаете, как бы, вот это, замкнули этот цикл, и процесс начинает саморазгоняться. Потому что вот появляется отзыв, где? Ну, там в комментарии к этому ролику, например. Или еще где-нибудь там, ну, неважно, где вы придумаете, допустим. Да? То есть, с одной стороны, это вы нам пользу делаете, а с другой стороны, вы включаетесь вот в разгон вот этих счастливых случаев. То есть, вы начинаете свою энергетику разгонять и усиливать за счет включения биосетевых ресурсов, за счет подключения дополнительных структур, которые есть у нас выставленные на этом канале, потому что мы по этой технологии можем цеплять хоть к видео, хоть к фотографии, хоть еще куда-то. Да? То есть это игра. Да. И когда будут накапливаться вот эти отзывы, мы через какое-то время начнем выдавать призы самым активным участникам. Я так понял, это один ролик, один ответ. Второй ролик, второй ответ, да? Да, да. Второй отзыв, там, еще раз сделали цикл, еще один отзыв написали и так далее.
То есть желательно здесь описать все-таки, что за случай произошел, или там несколько случаев произошли и так далее. Но я говорю, когда вы начнете вот это наблюдение, вот это делать, вы увидите, как на вас начнет, вот эта система начинает вас разгонять. То есть вы начинаете, вот этих случаев у вас все больше и больше начинает происходить, как бы они начинают вытеснять. Это не значит, что сразу все замечательно станет безоблачным и тут же мгновенно. Нет, это будет постепенно такое нарастание. То есть, может быть, у кого-то круто и резко начнет, у кого-то медленно, потихоньку. Но это такое в зависимости от инерционности каждого человека. У одних эта инерционность маленькая, и они быстро включатся в этот процесс, а у кого-то она будет достаточно такая, ну, потихоньку. Но зато, если она разгонится, она потом еще достаточно долго будет крутиться. Вот, да, это вот разгон потока. То есть, как бы создать этот поток с тем, чтобы он у вас начал проявляться в ваших делах, в ваших событиях. То есть, понимаете, для чего вот это наблюдение? Потому что мир нам все время сигнализирует, что вы, вот если мы делаем что-то и идем правильно, то есть он нам показывает, да, правильно, и давай. Другое дело, мы не обращаем внимания, не замечаем этих подсказок. А вот когда мы говорим работать со светлицами, там мы говорим 4 пункта, которые надо сделать. Да? То есть какие? Первый – поставить задачу. Вторая – это модель. Третье – действие по реализации этой модели. И четвертое – это наблюдение. Наблюдение за знаками, которые показывают, что процесс идет. Процесс идет туда, куда надо. И важно. А здесь мы как бы создаем механизм его усиления. Как бы, бам, подпихнули, раз, еще подпихнули. И как бы вот это ваша машинка счастливых случаев начинает катиться все более и более эффективно. Ну, вот игра такая. Но она призовая, как бы, будут призы. Мы потом эту игру расширим. Как бы я там в машинах выставлю описание игры, потом сделаем рассылку. Почему? Потому что когда мы начинаем ловить поток, мы начинаем становиться художниками света. Все это заниматься светотворчеством. Вот. Что значит светотворчество? Мы все оставляем след. Мы когда движемся, световой след от нас остается. Но если мы движемся хаосно, как бы вне потока, то мы хаосный след оставляем, который на самом деле только увеличивает хаосность как бы этого мира. Да? То есть, а когда мы начинаем ловить поток, то мы в этом потоке начинаем быть гармонично двигаться. Мы начинаем вот в этом потоке рисовать этим светом, причем световые кристаллы, которые потом вы вроде уже закончили, а кристальчик остался, как такая стоячая волна световая, которая начинает дальше работать на все это окружающее пространство, как бы подсвечивать в этот мир. И тем самым вот человек, который умеет жить в потоке, он начинает быть вот таким художником света. Да, то есть и мир, конечно, он становится значимым для мира, потому что он начинает быть таким демиургом времени, то есть он создает новые какие-то вот такие световые кристаллы, новое время жизни, и поэтому мир его начинает оберегать, он начинает к нему относиться хорошо, лояльно, делает ему всякие какие-то пользу приносит и так далее.